вами Bytes and Rights, канал о цифровом праве. Сегодня поговорим о том, как, собственно, оформить продажи вашего продукта, какие договоры вы можете заключить с клиентами и о чем в них стоит написать. С вами Олеся Шмаракова. Глобально существует две юридические модели в зависимости от того, как именно используется ваш продукт. Если вы даете клиенту дистрибутив для установки на компьютер или на сервер клиента, вам подойдет обычный лицензионный договор. Важно помнить, что в данном случае клиент получает определенный контроль над программным кодом вашего продукта. Поэтому в договоре стоит предусмотреть, что именно клиент вправе с ним делать и что не вправе. Например, стоит прямо предусмотреть запрет на декомпиляцию кода. Также стоит подумать о лицензионных метриках, о том, на скольких устройствах клиент вправе устанавливать продукт, поскольку от этого будет зависеть стоимость. Если же для использования вашей программы клиент подключается через интернет к вашему сайту или серверу, по сути вы предоставляете ему услугу с использованием программы. И в этом случае подойдет договор Software as a Service. При разработке соответствующего договора нужно учесть моменты, которые в лицензионном договоре не актуальны. Например, как распределяется ответственность и риски в том случае, если сервис оказывается недоступен по каким-то причинам. Также популярной мировой практикой является использование так называемого лицензионного соглашения конечного пользователя. Мы все с вами их видели. Это то самое лицензионное соглашение, которое вшивается в код программного продукта и с которым нужно согласиться на этапе установки. Такое соглашение можно использовать в сочетании с классическим лицензионным договором на бумаге. Но важно проверить, чтобы эти два документа не противоречили друг другу. Наконец, у вас может быть сложный программный продукт, в котором одна часть устанавливается у клиента, а вторую часть клиент использует онлайн, подключаясь к вашему серверу. В этом случае вам нужен так называемый смешанный договор. Если вам нужна помощь в разработке договоров на коммерциализацию вашего продукта, обращайтесь в Bytes and Rights. Наши контактные данные на экране и в комментариях к этому видео. Также подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски.